Замечательно, какой я молодец. Как можно работать со своим состоянием? Мой голос стал более бархатистый. Пролить кровь по всему телу. Я чувствую себя энергичней, заряжать себя перед важным делом. Как можно работать со своим состоянием, опираясь на идеи даосизма? Дао означает путь, а принципы дао — это советы, которые помогают следовать пути, жизненному пути. Мне нравится прикладная сторона этого вопроса, и рассмотрим наши ощущения, впечатления как набор батареек, которые можно заряжать и разряжать. Есть разные ощущения, а значит, есть разные батарейки. Главные батарейки — это наши гормоны. И чтобы управлять этим, нам нужно выделить список и под каждый подобрать нужный инструмент. Например, чувство удовлетворения можно получить через заботу к себе. И самый простой способ получить заботу — это сделать себе приятно. Сразу переходим к практике. Попробуем почувствовать радость и чувство легкости при помощи работы с телом. Важный момент, который отличает даосские практики от различного типа медитаций, это то, что большую роль играют движения. И сейчас я хочу почувствовать свободу, легкость, радость. И для этого я начинаю двигаться и хочу задействовать, включить самые главные суставы. Начнем с кистей. Движения могут быть произвольные. Главное чувствовать во время движения вот эти приятные ощущения, которые будут напитывать внутреннее состояние. Начинаем с кистей. Дальше локти. Я могу изменять углы. Я могу менять направление. Я могу подключать плечи. Параллельно задействовать кисти. Дальше переходим уже непосредственно к плечам, при этом оставляя свободу и в локтях, и в кистях. Делаю движения сонаправленные, разнонаправленные. Подключаю шею и плавно от плечей включаю шею. Тоже здесь не обязательно ее как-то вращать, как в физкультуре, а главное чувствовать и погружаться в ощущения. Также я сейчас нахожусь на улице, и я немного подзамерз. И поэтому задача, которую я решаю параллельно, это включить кровообмен и пролить кровь по всему телу, выравнивая внутреннюю температуру. Вот. Дальше, после шеи, я перехожу на грудной отдел.
двигаюсь в той амплитуде, в которой мне нравится. То есть моя цель не выйти за рамки себя, а моя цель, чувствуя приятные ощущения, размять, прогреть, включить свои части тела. Вот. Дальше я перехожу на таз. Можно это делать сидя, как я. Можно делать это стоя. И я как бы массирую себя изнутри. Напрягаю разные группы мышц, пресса, спины. Могу где-то замереть, потянуться. И при этом мне очень нравится это делать. Я чувствую, что мое тело включается. Оно отзывается теплом. Становится мягким. И дальше я могу поработать с коленом. Не буду вставать специально, чтобы не выходить из кадра. Принцип такой же. Можно это делать стоя, можно даже лечь. И поработали с одним коленом, перешли на голеностоп, подвигали пальчиками. Другое колено. Повращали. Задействуем связанные суставы. Тоже включили голеностоп. И пальчики на другой ноге. Все, отлично. Вот буквально за 3 минуты мое состояние изменилось. Я чувствую себя энергичней. При том, что я особо ничего не делал, никак себя не настраивал, не уговаривал. Я просто подвигался. Чувствую, что мне стало теплее. Чувствую, что мой голос стал более бархатистый, более спокойный. Можно почувствовать послевкусие, пронаблюдать разницу состояний до практики, после практики, то, как оно растекается изнутри, усваивается как теплый чай, который мы выпиваем. Он сначала попадает в рот, согревает полость рта, немножко остывает, мы его проглатываем, он согревает шею, потом грудь, и потом плавно уходит в живот и как бы растекается по всему телу. Также и с ощущениями. И добавим вишенку на этот уже замечательный и вкусный торт. Добавим чувство удовлетворенности. Поблагодарим себя за эту практику. Погладим себя. Как будто бы мы гладим ребенка, собаку. Просто движением скажем себе спасибо. Можно погладить себя по голове, по шее, по спине. Одновременно акцентируем свое внимание на чувстве удовлетворенности, фиксируя и углубляя опыт
того, что мы делали до этого. Приятные движения наполняют нас и делают спектр эмоций еще шире. Из чувства легкости мы переходим в чувство удовлетворенности, смешиваем эти ощущения и радуемся тому, какие мы молодцы, как мы такими незамысловатыми действиями выполнили и получили результат. Сами создали себе результат. Никого об этом не просили. Никто нам для этого не нужен. Через действие я показал вам принцип, который можно использовать по-разному. Можно вызывать и создавать ощущения в зависимости от вашего текущего состояния, жизненной ситуации. Можно этот принцип использовать в жизни как стратегию поведения. Можно настраивать себя, подзаряжать себя перед каким-либо важным делом или событием, или же наоборот расслабляться после стресса или каких-либо больших задач благодаря себя, как бы создавая вот эту позитивную обратную связь. Например, я помыл посуду, погладил себя. Замечательно, какой я молодец. И в следующий раз мыть посуду становится приятней. Пользуйтесь, друзья, ставьте лайки и прошу вас скинуть это видео своему другу, который может заценить этот контент, которому такая информация может быть полезна, и который может подписаться на мой канал. Я хочу создавать пространство, увеличивать размер аудитории, и буду очень рад, если вы мне с этим поможете. Всем пока!